Здравствуйте! Все вы знаете таких великих личностей, как Прайм Рик и Злой Морти, из нами всеми любимого мультсериала. Оба являются очень интересными персонажами, оба импонируют большей части зрителей Рима и поддерживают популярность данного сериала. Однако, кто из этих двух гениев круче, сильнее и умнее? Сегодня попытаемся разобраться, основываясь на конкретных моментах из сериала, стараясь не ловить аргументы из воздуха и не выдумывать несуществующие факты. Для начала поговорим о предыстории обоих. Злой Морти был обычным микрочелом, совсем как наш внучок. Терпел различные издевки со стороны своего дедушки, участвовал в не самых приятных приключениях, но однажды решил, что так больше продолжаться не может. Ни один Морти из центральной конечной кривой никогда не обладал высоким интеллектом, правда, всегда есть исключения, поэтому именно этот пацанчик сумел обхитрить Рика, ничего не подозревающего и не ожидающего угрозы от своего внука. Злой Морти предлагает деду напиться, и когда тот уже в стельку пьяный, вживляет ему чип, позволивший внуку управлять его телом в своих интересах. Неизвестно, откуда у этого микрочела имеются настолько глубокие инженерные знания и навыки, но можно предположить, что Злой Морти просто куда более наблюдательнее и умнее, чем большая часть его версий из параллельных вселенных. Потому, вечно находясь в компании Рика, он перенял многие его знания. Так, из обычного ничем не примечательного Морти, дружок превратился в очень аккуратного террориста, первоклассного манипулятора, величайшего лицемера в мультивселенной. Узнал он о центральной конечной кривой и о привычных устоях в мире Риков и Морти, где нет места не желающим подчиняться системе. Потому наш герой захотел отделиться от этого мира. Сканировал сознание различных Риков из разных вселенных, включая сознание нашего С-137, захватил цитадель и успешно выбрался из центральной конечной кривой в настоящую бесконечность вселенных. Это все мы знаем и слышали не раз. Злым Морти и его историей можно по-настоящему восхищаться. Он великолепен и страшен, хладнокровен, продумывает свой каждый шаг наперед. Этим же, на первый взгляд, отличился и его сегодняшний соперник Прайм Рик. Кстати, о нем. История его закрыта за завесой тайны до сих пор, даже учитывая то, что она была совсем недавно закончена, и не сказать, что на позитивной ноте. Но кое-что нам все-таки известно. Рик Прайм, по его же словам, первый создатель портальной пушки в мультивселенной. Хоть это и теоретически невозможно из-за бесконечного количества вселенных, об этом мы говорили в ролике из подсказки на экране, но раз так, то ладно. В любом случае, Прайм очень умен и выделяется среди всех своих версий из параллельных вселенных невообразимой способности к регенерации, имением у себя устройства Омега, оружие уничтожения вещей и существ во всей мультивселенной, ну и, конечно, своей очень крутой sci-fi курткой. Однако можно заметить, что он, несмотря на свой великий ум, не обделен признаками человека не совсем высокого уровня бытия. Когда Рик С-137 честно отказал Прайму в том, чтобы позаимствовать его технологию и жить в осознании бессмысленности всего в бесконечном мире бесконечности, имея при себе устройство телепортации в любое измерение, по-настоящему хладнокровный и трезвомыслящий человек принял бы отказ, да пошел бы дальше развлекаться в мультивселенной, раз такая жизнь ему по нраву. Но нет, Прайм посчитал, что непринятием его предложения С-137 оскорбил ученого, его принципы и жизненную позицию, потому решил просто взять и удалить его жену из мультивселенной. Тем самым он дал мотивацию всем Рикам параллельных реальностей прокачивать свои навыки, изучать космос, ну а также искать Прайма, чтобы отомстить ему за Дайен. В общем, навлек наш ученый на себя лишнее внимание, создал лишних врагов, просто думая, что он бог, который может делать все, что хочет и всегда найдет выход из любой ситуации. Видимо, он ошибался, ибо один из Риков его все-таки настиг и на пару как раз со злым Морти убил вселяющего во всех страх злодея. Кстати, внучок очень сильно зарешал в этой битве двух ученых, сделав для победы даже больше, чем сам Рик С-137. Обсудим это чуть подробнее. Рик Прайм высокомерный и самоуверенный, такой же, как и все Рики. Когда он увидел наших друзей, пришедших его покарать, он даже не думал о возможности своего поражения, потому был недостаточно бдителен, серьезен и отчасти из-за этого проиграл. Тем более он не ожидал угрозы от Морти, который обвел Прайма вокруг пальца, а после из-под тишка нейтрализовал деда. Внучок знает, насколько опасным является его противник, в отличие от ученого. Этим он и добился победы. Да и в целом Злой Морти показывает себя как более рассудительного человека, чем большая часть героев Рика и Морти. В особенности рассудительнее, чем главные герои. Тот же Рик С-137 не всегда принимает взвешенные решения, часто из-за своего тотального безразличия ко всему терпит поражения и неудачи. Даже на битву с Праймом он летел с ветром в голове, не особо продумывая план или стратегию битвы. Рики знают,
знают, что они самые умные люди в своей вселенной и к этому привыкли, потому часто из-за этого недооценивают своих оппонентов. Этим же и отличается от них злой Морти в своей истории. Хотя аргументов в сторону того, что он умнее Рика C-137 или тем более Прайма с точки зрения знаний, навыков или инженерных навыков маловато, но он много чего добился в этой сфере. Благодаря, думаю, какому-то изначальному таланту и, конечно, неоднократному сканированию дедов Рика в разной степени крутости. Злой Морти сумел создать свою уникальную портальную пушку, догадался, как открыть брешь в центральной конечной кривой, сыграл немаловажную роль в поисках Прайм Рика, умело скрывающегося на просторах мультивселенной. Но это все не главная особенность злого Морти. Его преимущество над Праймом и любым другим Риком состоит в его великолепной изворотливости, умением грамотно манипулировать людьми, создавать нужный ему образ в глазах других, но также он трезво оценивает собственные силы и силы его противников. Морти не лезет на рожон, всегда старается обхитрить соперника, в то время как Прайм слишком уверен в своих силах, чтобы придумывать какие-то нетривиальные пути победы. Он бьет в лоб своими крутыми протезами, лазерными пушками, летающими дронами-убийцами и гигантскими роботами с лицом Дайен. Причем не сказать, что все эти примочки оказывались достаточно эффективными в бою против Рика C-137, который и сам мог бы подобные вещи использовать, но просто должным образом не подготовился к битве, дрался лишь тем, что было с собой и под рукой. Очевидно, Прайм достаточно умен, чтобы победить в интеллектуальной схватке и C-137, и злого Морти, но так уверен в себе, что попросту не видит смысла стараться. Думает, победа у него уже в кармане. Потому я считаю, что внучок с повязкой на глазу показал себя в истории мультсериала куда лучше, чем это сделал Прайм. Ибо все, что мы хорошо знаем об ужасном ученом, он, несмотря на все свое величие, остается эмоционально нестабильным человеком, эгоист, готовый в ярости разрушить жизнь любого задевшего его эго, даже если это не принесет ему никакой выгоды, а может даже понесет за собой последствия негативные. Недостаточно трезво оценивает силы своих противников, чтобы сражаться в полную силу. В то же время злой Морти лишен всех этих недостатков и, по моему мнению, имеет куда более глубокую харизму, чем Прайм Рик. Хотя при первом знакомстве с этим ученым он сумел создать впечатление очень интересного персонажа, однако эти ожидания оправданы не были. Ну, я считаю, здесь победа за злым Морти. Однако мы еще не поговорили о научных и инженерных знаниях обоих. Давайте же уделим этой теме немного внимания. Да, совсем немного, потому что сколько бы ни называли Рик и Морти какой-то научной фантастикой, в первую очередь здесь показываются личности и их взаимодействие, а наука лишь контекст, созданный для развития истории этих личностей. Первое, что приходит на ум, очень быстрая регенерация после тяжелых увечий Прайм Рика. Это делает его почти непобедимым в честном бою, ибо пока наш C-137 лежал побитый на пороге смерти, его оппонент быстро излечил все свои раны, будто битвы до этого и не происходило. Также Прайм имел в своем арсенале устройство Омега, которое по сути несет в себе безграничный боевой потенциал. Доли секунды нужны были бы ученому, чтобы телепортироваться, забрать любого Морти из любого измерения, да и уничтожить всех ему подобных во всей мультивселенной, включая, конечно, и нашу злую версию внучка. Заметно, что Прайм в центральной конечной кривой чувствует себя куда комфортнее, чем все остальные ее жители. В нужный момент может и скрыться от любых глаз, пытающихся его отследить, и вставить пару палок в колеса преследователям, сопровождая это все прекрасными голодными играми без возможности победить и выйти из ловушки живым. Прайм был первым, кто открыл устройство межвселенской телепортации, потому является, очевидно, победителем в технологичной схватке со злым Морти. Внучок тоже постарался, и порталы у него оранжевые, и в ЦКК сумел брешь открыть, да и в целом его sci-fi навыки неплохи, но не сказать, что в честной битве без хитростей он бы сумел победить Прайма. Его сила в манипуляциях, в использовании чужого ума ради достижения своих целей, в осторожности и рациональности. Ну а если спросить меня, я все же отдам предпочтение как раз нашему злому внучку, так как его потенциал заключается не только в каких-то инженерных знаниях и интеллекте, а в рассудительности и хитрости. А сейчас, когда парниша будет иметь у себя когда-то используемое Прайм Риком устройство Омега, он и вовсе будет представлять несоизмеримо огромную опасность. Подписывайтесь на Бусти, переходите в Телеграм, где мы пишем о многом и о мультсериалах тоже. Слушайте мои песни под никнеймом Недорос, и обязательно жду вас в комментариях с обсуждением, кто же круче из двух представленных сегодня героев. Буду с вами спорить до последнего, но только если вы подписаны на канал, очевидно.